Всем привет! И рад вас снова приветствовать. Я очень доволен, что мы не расстаемся надолго. И как я и обещал, если предыдущее видео набирает 1000 просмотров, я записываю новое. Поэтому не прошло и 2 дня, как мне приходится опять вас порадовать видео. Спасибо вам за активность, спасибо за вопросы. И сегодня я хотел бы продолжить нашу беседу в том же ключе, но на очень-очень такую сложную тему, которая вообще не озвучивается в современном учениях, так, в современной мистике. Это вопрос мировоззрения. Вопрос мировоззрения. Что такое мировоззрение? Мировоззрение – это воззрение о мире. Это какое-то глобальное понимание мироустройства. Именно глобальное, а не там частное. Это не о том, как какие-то частные вещи происходят. Это о глобальном мироустройстве. И вот сегодняшнюю беседу я бы хотел посвятить пониманием, что такое мировоззрение, что такое понимание мироустройства. Как всегда, я немножечко разделю это понятие. У нас будет, так скажем, 3 основных градации. Это дорациональное мировоззрение, рациональное и надрациональное. Такую же градацию дает Кен Вилбер, если вы знаете такого мудреца, очень интересного, современного, который изучает мистику и который сам практикует, и он делает такое развлечение. Мы немножечко все же эти градации еще разделим на несколько видов, подвидов, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Это учение, которое я сегодня вам передам о мировоззрении. Главное в нем это, если не понимать этих мировоззрений, очень легко путать эти уровни и принимать дорациональное за надрациональное. Надрациональное – это мистическое и духовное мировоззрение. Это, по сути, то, что превосходит рациональное объяснение мира, которым занимается, по сути, наука. А над рациональным мировоззрением занимается мистическая наука. Только она дает ответы на такие глобальные вопросы, которые только начинают становиться перед ведущими учеными, которые доходят до некого тупика в изучении сознания, разумности, и уже приходят к выводу, что это все разумно, и некоторые шутят, что они быстрее докажут Бога и его существование, чем некоторые мистики, погрязшие в дорациональном. Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы в этом вопросе разобрались и были в нем очень корректны. Потому что мы на сегодняшний день сплошь и рядом сталкиваемся с одной проблемой. Это выдается дорациональное за надрациональное. То есть некоторые считают, что мистика и духовность – это вот заплывы в воображение, выдумки, это какие-то мифические истории, это какие-то магические ситхи и так далее. Но на самом деле это совсем в другую сторону. И рубиконом здесь служит рациональное мышление, рациональное мировоззрение. Это, по сути, научное мировоззрение. То есть наука ближе к мистике, чем вся эта мифическая, религиозная и так далее
я имею в виду религию здесь именно в рамках неких сказочных догм. Поэтому, как это ни странно, в современном мире мы редко встретим очень четкое понимание о мировоззрении. И вот то, что я вам хочу передать сегодня, это будет краткое изложение, ну, может, сделаем сколько? Где-то 5-6 мировоззрений. Будет несколько мировоззрений в рамках рационального, в рамках мистического и в рамках дорационального. Если вам это интересно, то я попытаюсь уложиться где-то в 15-20 минут. Хотя вопрос это очень-очень глобальный. Но он, по сути, не мистический, он, по сути, знаете, какой-то информационно-воззренческий. Хотя вот мистические уровни мировоззрения, они постигаются именно практикой. Они не додумываются, они постигаются на практике. То есть они имеют под собой опыт. Так что начнем. Я думаю, вам будет интересно. Первый вид дорационального воззрения или мировоззрения – это магическое мировоззрение. Это, как и мифическое мировоззрение, относится к детскому мировоззрению. То есть это незрелое мировоззрение, когда у ребенка нет представлений о том, как устроен мир, о взаимосвязях, о причинах, следствиях, но ему хочется объяснить, как здесь все происходит. Он ставит себя как индивид. Я здесь не буду говорить сейчас про эго-структуру, просто как индивид он ставит себя в центр мира. А так как каждая точка этого мира может быть названа его центром в связи с тем, что он не имеет четко выраженной границы, поэтому в этом допущении есть какое-то здравое зерно, да? Но это еще и подпитывается эгоцентризмом. То есть безусловной верой того, что я главный, я лучший, я в центре, все вокруг меня вращается, и я вообще рулевой этим миром. Мир крутится вокруг меня, я обладаю свободой воли, выбором, я могу что-то решить, сделать, и все должно подчиняться мне. Это магическое детское мировоззрение, которое очень подпитывается эго-структурой, этим ложным чувством авторства. Но любой развитый ум, оценивая это мировоззрение, приходит к очень большим противоречиям. Что кажущееся управление, оно очень заканчивается, по сути, шутят на уровне длины твоей руки. А ты не управляешь ни погодой, ни природой, ни какими-то явлениями, ни какими-то социальными явлениями, ни другими людьми. Поэтому ты не управляешь своим организмом, ты не можешь предугадать какие-то там заболевания. И поэтому это мировоззрение «я там рулю, управляю» сталкивается с такими противоречиями. Кроме того, глобальное противоречие, которое это воля другого человека, которая выступает против моей воли. И начинаются вот эти столкновения на уровне этого магического мировоззрения. Что делать, если я хочу, а он нет? Как его заставить делать то, что я хочу? Ведь я творец, я рулевой, и моя воля должна быть приведена в исполнение. Но его воля совершенно другая. И поэтому столкновение здесь неизбежно на почве этого магического мировоззрения. Я не буду долго останавливаться, просто скажу, что это детское мировоззрение, которое возникает в рамках этого эгоцентризма, и оно обречено на провал. За него цепляются, его продолжают продвигать,
Но на смену ему приходит мифическое мировоззрение. Мифическое мировоззрение – это создание некого другого центра воли, силы, выбора, который осуществляет ее в отношении всех как бы живых существ. Это может быть Бог. У ребенка это начинается с того, что сначала ему кажется, что он управляет миром, потом он думает, что это управляет мама. Но когда мама не в состоянии выполнить прихоти ребенка, он понимает, что она тоже не всемогущая. Появляется некий мифический Бог, который управляет миром, и с которым надо договориться, которому нужно понравиться. Он управляет всеми людьми, они или имеют ограниченную волю, или они с ним как-то ее делят. То есть какой-то у них есть договор, баланс интересов. Это мифическое мировоззрение предполагает некую стороннюю силу, которая управляет этим миром, а мы с ней должны быть в хороших отношениях. То есть мы начинаем заигрывать, пытаемся понравиться, начинаются вот эти внутренние диалоги уже не только с людьми, но и с какой-то высшей силой. Это уровень мифического мировоззрения. На смену ему приходит рациональное мировоззрение. То есть сказки заканчиваются. Ребенок пошел в школу, и ему начинают преподавать то, что мы называем причинно-следственными связями. То есть ему начинают объяснять, что каждое следствие имеет причину, а каждая причина, она тоже порождена каким-то следствием. И вот это, оно сначала имеет, вот рациональное мировоззрение, оно сначала имеет четко выраженную линейность. То есть всегда во всем можно найти причину, что каждое действие порождено какой-то причиной. Только надо внимательно присмотреться, и мы найдем обязательно вот эту причинно-следственную связь. Это рациональное мировоззрение первого, так скажем, порядка. Когда мы свято верим в причины и следствия, которые влияют, и мы осуществляем какое-то функционирование в режиме этих причинно-следственных связей. Стараемся их вычислить, не допустить ошибок, просчитать. Это приводит к этому, а это не приводит к этому, выстроить логические цепочки. И вот мы в этом функционируем, но замечаем, что как часто они дают сбой. То есть, конечно, если бросать предмет 100 тысяч раз, то он 100 тысяч раз падает на землю. Отсюда выводят то, что называют закономерности. Это не законы. Это закономерности, потому что они работают в рамках некой мерности, в рамках некого пространственно-временного континуума, ограниченного, в который функционирует этот закон. Так работает вся наука. Все открытия, все законы, которые они открывают, это по сути закономерности. Потому что нет ни одного закона, который объективно бы функционировал в любой мерности. Он привязан всегда к неким условным границам. Вы знаете, да, что такое границы, потому что только в рамках некого ограниченного континуума можно производить измерения, то есть пренебрегая влиянием остальных неких сил. И вот это пренебрегание какими-то факторами, это всегда присутствует в любом научном мероприятий, которое там называется эксперимент. То есть всегда есть некие ограничивающие факторы, которые принимаются в рассмотрение, и есть те, которые не принимаются. То есть проводится какая-то условная граница эксперимента, где можно пренебречь остальными факторами. Так выводятся некие закономерности, которые подтверждают причинно-следственные связи. Это рациональный уровень. Вот на нем мы становимся рациональными людьми. У нас развивается мышление, мы просчитываем на различные связи и наблюдаем, что многие из них
имеют место быть в неком пространственно-временном континууме. Следующий вид тоже рационального воззрения или мировоззрения – это осознание того, что количество взаимовлияний бесконечно. По сути, это вот этот постулат, что все влияет на все. Это сюда же относится там теория струн и так далее, когда начинают немножечко расширять вот эти узкие границы и осознавать, что мир взаимовлияний бесконечен. Нельзя вычислить все факторы. Можно говорить лишь о доминирующем влиянии одного из них. То есть, например, мы не рассматриваем влияние всех планет на Землю, на планету Земля, но мы очень ощущаем влияние Солнца и Луны. Но это же понятно, что влияют и все остальные. И также Земля влияет на них. И это все одна огромная космическая система, и нет ни одной звезды, на которую бы не влияли все остальные. И вот это понимание, что взаимовлияние неисчислимы, бесконечны, и что все влияет на все, это уже такая граница мистического мировоззрения. Поэтому наука ближе к мистике, чем мифы, сказки и былины, и прочие истории, которые нами так частенько выдаются за мистику и духовность. Это детское мировоззрение. Поэтому многие ученые, вроде Эйнштейна и других, Нильса Бора, вы можете почитать их общение там с Кришнамурти. Я вот как-то с Джиду Кришнамурти какие-то, по-моему, Нильс Бор очень много общался. И потом вы понимаете, вот это желание того же Юнга встретиться с Раманой Махарши и так далее. То есть все светочи науки рано или поздно осознают условность изучаемой дисциплины и хотят прикоснуться к действительной, подлинной, мистической модели. Так вот, дальше мы рассмотрим с вами парочку мистических моделей. Первая – это одномоментность всего творения. То есть это очень такая распространенное мировоззрение недвойственности, которое говорит о том, что творение одномоментно, и лишь его познание линейно. То есть то, что создано одномоментно и создается одномоментно, лишь воспринимается и описывается нами линейно. То есть разрыв между осознанием и восприятием. Как бы вот восприятие дискретно, то есть частично, ограничено. Описание линейно, но само творение, оно одномоментно, всеобъемлюще, тотально. Это очень глубокое мистическое воззрение, которое означает как бы выход за пределы линейного времени. Я думаю, я запишу видео о 7 видах времени. И там более подробно мы остановимся на понятии время, как мы его рассматриваем в нашем учении Free Way. Но сегодня вот наша тема – это тема мировоззрений. И последним мировоззрением, как бы еще одним мистическим, которое я хочу вам объяснить или не объяснить, а ознакомить, это так называемое несотворение. Или, есть еще промежуточное такое воззрение о иллюзорности сотворенного. То есть то, что сотворено, оно иллюзорно. То есть вот это сотворение иллюзорно. Есть такое воззрение майявада, которое считается глубоким мистическим воззрением, когда весь мир кажется нам некой иллюзией, которая возникает на фоне чего-то стабильного, чего-то настоящего, реального
И отсюда возникло вот это воззрение об иллюзорности сотворения. То есть если в первом мистическом воззрении у нас есть воззрение о одномоментном творении, но оно не подвергается сомнению, то во втором оно подвергается сомнению и говорится о его иллюзорности, о том, что оно иллюзорно, но оно иллюзорно относительно некой реальности. И окончательное такое мощнейшее воззрение мистики – это несотворенность, то есть творения не было. Объяснять это невозможно, потому что это вершина как бы воззренческой мистической школы. Она называется в Индии Аджата-вада. Вада – это воззрение или мировоззрение. То есть там и была майя-вада, здесь Аджата-вада. И вот последнее такое воззрение, которое, кстати, Рамана Махарши подчеркивал как высшее воззрение о несотворении. По сути, это коррелируется с познанием или с познанием плода мистических учений. И вот те, кто познал как бы вот плод, те, кто находится в естественном состоянии, они могут говорить, что это мировоззрение верное. Хотя, конечно, это все описание. Так мы остановились с вами и прошли, по сути, все базовые мировоззрения. Надрациональные, рациональные и дорациональные. Теперь я остановлюсь на той проблематике, с которой сталкиваются ищущие. И вы не обижайтесь, но это будет очень-очень для некоторых болезненное откровение. Оно состоит в том, что магическое и мифическое мышление, они очень древние и мощные. И сознание ими очень сильно захвачено. И эти детские, то, что мы называем мировоззрения, не так просто нас отпускают. Особенно, если мы в них не наигрались в соответствующем периоде взросления. Они нас держат. И поэтому навязанное нам рациональное мышление, вот это причинно-следственное, изучение, физика, химия, как все устроено, как все на самом деле, что зачем следует, что можно, что нельзя. Вы понимаете, оно нам кажется сухим и таким рационально безжизненным. И только единицы переходят к нему осознанно. Поэтому чаще всего нам становится тесновато в этих рациональных рамках, в этих физических законах, в этих причинно-следственных связях. И нам хочется чего-то такого вкусного, какого-то тайны какой-то, еще чего-то. И многие после того, как рациональное мышление отпущено, обратно опускаются в дорациональный вот этот уровень и становятся эзотериками. Они там что-то воображают, какие-то ситхи, какие-то чудеса. И просто варятся в детском вот этом вот воззрении. И это нормально, потому что, как сознание не готово прийти к рациональному воззрению, к рациональной картине мира. И поэтому многие путают дорациональное с надрациональным. Многие вообще считают, что они пошли в надрациональное. Но на самом деле опускаются глубоко в дорациональное. Начинают рассказывать эти сказки друг другу, начинают гоняться за какими-то ситхами и чудесами, начинают рассказывать истории, которых они не видели, но которые видели их друзья. И это все поддерживается нашим воображариумом. Это как раз и есть питание, все дорациональное поддерживается тем умом, который отвечает за воображение и фантазии. И там, так как он является творческим, он может очень много напридумывать. И это не будет иметь опору
на нашу физическую реальность, на наш непосредственный опыт. Сейчас, видите, я увязываю это с теми 4 типами мышления, которые я вам давал в первом видео из этой серии. Я думаю, у нас будет такая длинная серия, в которой я буду передавать все наше учение Freeway. Так вот, смотрите, что происходит. Это не проблема. Рано или поздно вы должны осознать, что вы вернулись в дорациональный уровень. И вам нужно все равно выходить на рациональный уровень сначала, но уже выходить зрело, зряче, не так, как вас в детстве оторвали от ваших любимых игрушек. Ну, сегодня, представляете, виртуальный мир. Он весь такой же дорациональный. Он весь вымышленный. Он не опирается практически на физическую реальность. Поэтому это тоже возврат в дорациональное, в игры, в детство, в инопланетян и так далее, так далее, так далее. Это не важно, они есть или их нет. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Это вообще не важно. Важно, что их нет в вашем непосредственном опыте сейчас. Может, они и есть. Но то, что происходит, когда вы воображаете, думаете, кто-то из Сириуса, кто-то оттуда, прошлые жизни на других планетах, может, вообще все это есть. Но сейчас вы занимаетесь воображением, вы занимаетесь фантазиями, вы оторваны от текущего непосредственного опыта. И вы, утрачивая эту опору, вам очень трудно вернуться в трезвость. Вы начинаете то, что мы называем, может, некрасивое слово, вы начинаете крепко глючить. И очень многие попадают рано или поздно в какие-то не очень здоровые состояния. И некоторым потом с ними помогают справиться в психиатрических клиниках. Когда разгул этих фантазий достигает определенного момента, срывает все защитные механизмы, и вы начинаете наяву видеть то, что вы воображаете. Это называется шизофрения. Только никто это не видит, кроме вас. Вот одна проблема. Поэтому инструментом проверки вашей трезвости является другой человек, другие люди, которые своими органами восприятия видят те же объекты. Не обижайтесь, пожалуйста, но я вам должен это говорить, потому что это залог вашего психического здоровья. Трезвость, опора на настоящий момент. Вы думаете, почему монахи сидят и смотрят в стену? Зачем они отсекают ум? Они же не в фантазиях сидят. Они сидят и пытаются сосредоточиться в этом моменте. Зачем они считают дыхание? Зачем они смотрят на свой пуп? Только лишь потому, что им нужно заикариться в этом моменте и отбросить свои фантазии, отбросить воображариум, отбросить то, куда их утаскивает ментал, на другие планеты, на какие-то чудеса. Я не против детского вот этого всего, но это детство, вы знаете это. Поэтому там, где вы сталкиваетесь с вещами, которые непроверяемы в опыте, это просто фантазии. Так вот, что дальше происходит? Дальше мы, поварившись несколько лет или десятилетий в этих дорациональных вещах, мы ведь даже когда читаем очень глубокие тексты мистиков, мы все равно их приспосабливаем под свое мировоззрение. Вот в чем дело. Мы не можем услышать там Раману Махарши, мы его засовываем в свое дорациональное мышление. У него тоже все постоянно спрашивали про какие-то ситхи. И он им 1000 раз говорил: меня волнует вопрос страдания. Если вы страдаете прямо сейчас, не имея никаких ситх, то не окажутся ли ситхи источником дополнительных страданий? И он был в этом абсолютно прав. Вопрос исцеления от страданий, вопрос трезвости, вопрос ясности никак не связан с вот этими измышлениями, размышлениями и фантазиями. Поэтому это в последнее время дискредитация мистики, духовности приобрела
колоссальный, колоссальнейший, размах именно из-за погружения адептов в дорациональное. И те, кто опять выходит в рациональное, отряхнулись и начинают всю мистику скопом, грубо говоря, хаять, потому что это все фантазии, это все вымысел, я там был, это все ужасно, просто оставайтесь нормальными людьми. Да, полностью согласен, но не надо выливать с водой и ребенка. Надрациональное существует, мистическое существует. Это целая наука, и она вам открыта. И после того, как вы протрезвеете, повзрослеете, не закрывайте себе эту дверь. Вы обязательно пойдете в настоящий мистический духовный мир. И это не будет миром сказок. Это будет миром вашего прямого мистического духовного опыта. На этом я хотел бы закончить передачу учения о воззрениях. Подводя итоги, скажем, что мы сегодня разобрали магическое мировоззрение, мифическое, рациональное, несколько его видов, и надрациональное. То есть это и есть духовное видение мира, которое подтверждается опытом. А теперь, как я говорю, для самых продвинутых бессловесное учение. Спасибо вам за внимание. Как только это видео наберет 1000 просмотров, я запишу следующее. Спасибо. До новых встреч.